Итак, мы снова вместе. Всем привет, всем подписчикам, всем зрителям канала, кто смотрит наш канал. Сегодня по традиции готовим в казане. Будем готовить грузинское блюдо аджахури. Аджахури — это свинина с картошкой в казане, ну и с овощами там с небольшим количеством. Часть ингредиентов стоит на столе. Давайте по традиции сначала все нарежем, а далее перейдем к казану. Значит, по пропорциям у нас 700 грамм мяса и, соответственно, 700 грамм картофеля. Картофель и мясо должно быть 1 к 1. Мясо у нас свинина. Можно брать любую часть. Мы взяли попаснее, то есть не сильно жирную. Нарезаем, скажем так, чуть меньше спичечного коробка. То есть, ну, примерно как на плов. Вот мы режем мясо. Кусочки должны быть немного меньше, чем на шашлык. Где-то по сантиметру я нарезаю пока на слайсы. Так, ну и вот на такие кусочки. Вот таким образом сейчас все мясо нарежем. Картофель нарезаем по-деревенски на крупные дольки. Примерно вот так. Таким образом нарезаем весь картофель. Лук режем полукольцами. Где-то у нас на 700 грамм картошки и 700 грамм мяса 2 луковицы среднего размера. Одна будет побольше, одна поменьше. Ну, по факту получится как будто 2 луковицы среднего размера. Итак, с луком мы тоже расправились. Значит, мясо нарезано, картошка нарезана, все основное нарезано. Помидоры мы будем резать потом. Зелень мы тоже порежем попозже, чтобы она сейчас не мерзла. Все, давайте переходим к казану и начинаем процесс приготовления. По специям все расскажу я постепенно. Так, ребят, печь разожгли, казан поставили. Теперь наливаем масло. Масла нужно много, где-то на 700 грамм картофеля. Сначала мы будем его обжаривать. Мы где-то нальем грамм 400, наверное, масла. То есть вот 900 граммовая бутылка, половину придется вылить. Так, теперь ждем, пока масло накалится, и начнем обжаривать картофель. Итак, традиционным способом проверяем: лук зашипел, масло прогрелось, накалилось. Вот, теперь отправляем картофель. Ребят, и так где-то минут 5-7 будем обжаривать картошку. Пусть обжаривается. Не надо часто перемешивать ее. Нужно, чтобы она поджарилась. Ребят, до полуготовности картошечка поджарилась. Снимаем ее с огня. Где-то минут, наверное, 5-7 она у нас в масле обжаривалась. И самое главное, половину масла нам теперь нужно убрать из казана. Как раз пока мы убираем, лишняя влага сейчас из него испарится, и будем в этом масле обжаривать мясо. Половину я отлил.
Теперь закидываем мясо. Мясо тоже необходимо немного обжарить. Мясо где-то минут 5 будем обжаривать примерно, может чуть больше. Сейчас посмотрим. Так, ребят, где-то минут 5 обжарили мясо до корочки. Помешали. Периодически перемешивал я. Сейчас перемешиваем и теперь добавляем лук. Отправляем лук и обжариваем теперь с луком. Сейчас лук даст сок, что придаст аромат нашему грузинскому блюду. Периодически помешиваем. Вот какая красота получается. Мясо с луком — это же классика. Это же всегда очень вкусно. А если еще добавить картошечки, зелени, ребята, это вообще... Это супер. Смотрите, цвет какой. Лук уже обжаривается. Пока я тут обжариваю мясо с луком, мой помощник рубит нам чеснок. Нужно целую головку чеснока порубить мелко. Так, лук обжарился. Возвращаем картофель. Возвращаем картофель обратно. Отправляем целую головку чеснока нарубленного. Прям так с доски ссыпаем все. Ребят, перец черный молотый по вкусу смотрите сами. Я где-то пол чайной ложки. Паприки пол чайной ложки. Пол чайной ложки хмеля сунели. Вообще еще нужно добавлять базилик свежий, но так как у нас свежего нет, мы добавим сушеный базилик. Тоже где-то пол столовой ложки. И обязательно столовую ложку соли, ребят, без горки, без фанатизма. Вот, теперь все это перемешиваем. И будем томить еще где-то минут 10-15 на медленном огне. Просто нереальная красота. Прям Грузией запахло. Грузинский запах пошел. Хмели сунели, чеснок. Все, ребят, огонь убавляем. И теперь все это томим. Смотрите, какое великолепие и какая красота. Так, ребят, пока у нас томится, доходит картошка с мясом, мы с вами быстренько помидоры, нам нужно порезать крупно, и зелень. Помидоры режем вот так крупно, прям вот на крупные кубики. Так, ребят, здесь у нас укроп и кинза. Все это прям берем и рубим.
Так, все, вот этого достаточно. Сейчас помельче порубим еще. Так, переходим обратно к казану. Так, ребят, смотрите, у нас тут все протомилось. Какая красота получается. Теперь делаем следующим образом. Огня у нас практически уже нет. Так, отправляем помидоры сверху. Не перемешиваем. И отправляем зелень. Накрываем крышкой на 5 минут. Все, 5 минут томим, считай, уже на углях. Пять минут прошло. Теперь все необходимо перемешать. Помидоры сейчас свой сок тоже отдадут нашему блюду. Все, далее, ребят, снимаем казан с огня и даем еще минут 10 настояться нашему блюду. Ну что, ребят, давайте попробуем грузинское блюдо аджахури. Вкуснота просто невероятная. По специям, по соли я угадал. Блюдо получилось очень вкусное, скомпонованное, очень красивое, выглядит очень аппетитно. Обязательно приготовьте это блюдо у себя в казане. Все подписывайтесь на канал. Все ссылочки на посуду, на казаны в описании, естественно. Ссылочку на мою печку, которая стоит сзади меня, как мы ее делали, также в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.